Приветствую всех на моем канале и предлагаю сегодня связать тунику крючком. Никаких сложных техник, все просто, понятно и легко. Тунику можно связать длиннее, короче или даже платьем, все зависит от вашей фантазии. Буду рада вашим лайкам и не забудьте подписаться на мой канал. Что ж, давайте приступать к вязанию этой замечательной туники. Вязать тунику я буду из вот такой пряжи номер 38,79, и перед началом вязания я связала образец, я его измерила, я провязала 2 раппорта, измерила и получила 13,5 сантиметра. Вязать я буду по схеме. Для тех, кто не хочет провязывать образец и будет использовать метод 5 длин, для этого измеряем обхват бедер. Отмеряем на метре свои сантиметры, допустим, у вас 100 сантиметров. Отмеряем их на метре, складываем 5 раз, то есть у нас в итоге должно получиться 5 раз по 100 сантиметров, по метру. Складываем ниточку 5 раз, сложили свои 100 сантиметров 5 раз, и от мотка начинаем набирать петли воздушных петель. Набрали петли воздушных петель, у вас получилось, допустим, вот ваши 100 сантиметров. Когда вы свяжете цепочку воздушных петель, вы ее отмерите, она у вас получится чуть-чуть подлиннее, это не страшно. Далее вторым рядом мы провяжем 2 воздушные петли и будем провязывать ряд столбиков без накида. Так вот, когда вы провяжете всю цепочку столбиками без накида до конца, допустим, у вас условно получится 350 петель, 350 столбиков без накида. А так как раппорт узора у нас кратен 20, то вы должны вот в этом вот первом ряде подвести, посчитать все петельки и подвести их под кратность узора. То есть вы должны либо прибавить, либо убавить. Либо сюда прибавить 10 петель, у вас будет 360, либо наоборот убрать, у вас будет 340, что будет кратно 20. Поэтому это пример, как подвести петли для тех, кто будет использовать метод набора петель 5 длин. Посмотреть этот метод набора 5 длин вы можете на моем канале. Видео так и называется: набор петель 5 длин. И для этого необходимо сделать расчеты. То есть предварительно мы должны провязать образец, схему я приложу, и сделать расчет. Я провязала образец, его постирала, высушила, и у меня получилось в 2 раппортах 13,5 сантиметров. У нас один раппорт равен 20 петлям. Значит, у меня 2 раппорта, это 40 петель. Моя окружность груди 88 сантиметров. Я хочу свободную посадку туники, поэтому мне нужно добавить еще плюс 10 сантиметров. Итого я хочу получить 98 сантиметров по обхвату груди, и, соответственно, чтобы туника свободно сидела. А если у меня 40 петель в 2 раппортах, это 13,5 сантиметров, то сколько мне нужно набрать петель, чтобы у меня получилось 98 сантиметров? Я 40 умножаю на 98 и делю на 13,5. У меня получается 290 петель. Но 290 петель, они не кратны 20 петлям узора. Если я 290 разделю на 20, у меня получается нечетный раппорт. Значит, я убавлять не буду, я лучше наоборот прибавлю, чтобы туника свободно сидела. Я округлю до 15, умножу на 20 и, соответственно, получу 300 петель. Поэтому я буду набирать изначально начальную цепочку в 30 петель. 300 петель. Итак, мы сделали все измерения, посчитали и набираем цепочку в 300 петель. Если для тех, кто не хочет делать расчеты, я предлагаю сделать измерения и использовать метод 5 длин. Измерьте тогда свой обхват груди, прибавьте дополнительные сантиметры на свободную посадку.
И методом 5 длин наберите цепочку воздушных петель. Когда вы наберете цепочку воздушных петель методом 5 длин, метод 5 длин вы можете посмотреть это видео на моем канале. Когда вы наберете цепочку методом 5 длин, измерьте по своей груди. Если вас все устраивает, тогда продолжаем вязание. Способом набираю, то есть первая петелька, я ее закрепляю и начинаю набирать 300 петель. Я набрала 300 петель. И теперь я делаю 2 воздушные петельки подъема. Вытягиваю немножко петельку, меняю крючок на двоечку. И дальше я буду вязать двойкой. Я провязала 2 воздушные петли подъема. И получается, первая во вторую петлю от крючка я провязываю нашу цепочку до конца столбиками без накида, тем самым еще раз просчитывая свои петельки. У меня должно получиться 300 столбиков без накида. Это для тех, кто изначально сделал расчеты и просчитал, сколько нужно петель начальной цепочки. Для тех, кто использовал метод 5 длин, у тех цепочка должна получиться чуть больше. И вот в этом ряде, в котором сейчас мы будем провязывать столбики без накида, вы должны точно так же просчитать, сколько вам на ваши сантиметры нужно провязать петель, подвести их под кратность раппорта, равного 20 петлям, и провязать столько же столбиков без накида. Я провязала первый ряд столбиками без накида и замкнула в кольцо. Когда будете замыкать в кольцо, обратите внимание, чтобы цепочка эта наша первого ряда не перекрутилась. Итак, я себе перерисовала схему, мне так удобнее, всегда перерисовываю. И мы начинаем вязать первый ряд. Начинаем вязать первый ряд с 3 воздушных петель подъема. Я уже одну провязала, вторая, третья. Здесь у меня вот отсюда это будет начинаться первый ряд. Первый столбик с накидом — это у нас 3 воздушные петли подъема. 1 петля воздушная, столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. И так мы вяжем полностью весь ряд. Вот я провязала 3 воздушные петли, 1 воздушная петля, это которая вот сюда идет на ряд. Далее накид на крючок. Значит, первый столбик, как бы 3 воздушные петли, это вот у нас вот эта петелька первая. Значит, вторую я пропускаю, потому что я связала воздушную петлю, и в третью петлю провязываю столбик с 1 накидом. Далее опять воздушная петля, пропускаю петельку основания и во вторую вяжу столбик с накидом. 1 пропускаю, столбик с накидом провязываю, воздушная петля, пропускаю петельку, столбик с накидом провязываю. Вот так вот провязываем целый ряд до конца ряда. В конце ряда обращаем еще раз внимание, чтобы наша цепочка не перекрутилась, все было ровно. Я провязала воздушную петлю, столбик с 1 накидом, и теперь провязываю 1 воздушную петлю и соединяю в 3-ю воздушную петельку подъема вот сюда.
провязали. Теперь мы переходим на следующий ряд. Следующий ряд мы начинаем провязывать 3 воздушные петли подъема, 1 воздушная петля на ряд. И далее провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков с одним накидом в каждую петельку у предыдущего ряда. Значит, провязываем 3 воздушные петли подъема плюс 1 петля на ряд. 1, 2, 3, 4. И далее 7 столбиков с одним накидом. Вот мы одну петлю провязали вот на эту петлю. И в этот столбик начинаем провязывать группу из 7 столбиков с накидом. Первый, второй, пятый, шестой и седьмой столбик. Провязали 7 столбиков. Значит, теперь мы опять вяжем воздушная петля, провязали 1 столбик с накидом, 3 воздушные петли, первая, вторая, третья. И теперь посмотрите, мы вяжем вот в арочке, где у нас по одной воздушной петле связано, столбики с 2 накидами. Делаем двойной накид на крючок, 1, 2, и вот сюда провязываем первый столбик с 2 накидами, двойной накид на крючок в следующую арочку, столбик с 2 накидами, двойной накид на крючок в следующую, третий это столбик, в следующую арочку, 4 столбик с 2 накидами, и опять накид на крючок в следующую арку, столбик с 2 накидами. Провязали 1, 2, 3, 4, 5. Далее 3 воздушные петельки, 1, 2, 3, и столбик с накидом предыдущего ряда. Вот в этот столбик, то есть вот сюда мы вязали столбик с двойным накидом, и в следующий вот этот столбик с одним накидом вяжем. Провязали. Далее воздушная петля. И опять группа из 7 столбиков. Провязали. То есть у нас сейчас вот то, что мы провязали, вот это вот наш раппорт. Мы и вяжем его. Опять вот мы провязали группу из 7 столбиков с накидом, опять воздушная петля, столбик с накидом, 3 воздушные петельки, 1, 2, 3, и опять мы провязываем столбики с 2 накидами. Провязали 1, 2, 3, 4, 5, 3 воздушные петли и столбик с накидом. Воздушная петля. Вот мы опять сюда возвращаемся. Ну, как будто бы мы вот это провязали. Опять воздушная петля и группа из 7 столбиков. И пошли опять вязать 7 столбиков с одним накидом. И вот так повторяем до конца ряда. Я заканчиваю ряд. Я провязала 5 столбиков с двойным накидом, 3 воздушные петельки, столбик с накидом. И теперь я провязываю воздушную петлю и соединяю в 3-ю воздушную петлю подъема начала ряда. И протягиваю соединительной петелькой.
Все, теперь дальше мы переходим на следующий ряд, провязываем 3 воздушные петельки, 1, 2, 3, воздушная петля на ряд, который мы должны вязать, и опять вяжем группу из 7 столбиков с одним накидом в столбике предыдущего ряда. Провязали 7 столбиков с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. Подходим к группе из 5 столбиков с двойным накидом предыдущего ряда. Теперь провязываем 2 воздушные петельки, 1, 2, и в каждый столбик с двойным накидом, который вот у нас, вот они так вот получше видно, провязываем обычные столбики без накида, 2 воздушные петли, и провязываем в каждый столбик по столбику без накида. Провязали 5 столбиков без накида, опять 2 воздушные петли, столбик с накидом, воздушная петля и группа из 7 столбиков с накидом. Воздушная петля, столбик с накидом, и опять подходим к группе с 5 столбиков с 2 накидами, 2 воздушные петли, и опять по схеме 5 столбиков без накида, 2 воздушные петли, столбик с одним накидом, воздушная петля и группа из 7 столбиков, 2 воздушные петли, и провязываем столбики без накида, 1, 2, 3, 4, 5, 2 воздушные петельки, столбик с накидом, воздушная петля и опять группа из 7 столбиков с накидом. И так повторяем до конца ряда. Завершаем ряд опять одной воздушной петлей и соединяем в 3-ю воздушную петельку подъема соединительной петелькой. Соединили, то есть в конце ряда мы провязали 5 столбиков, 2 воздушные петли, столбик с накидом, воздушная петля и соединительной петелькой в 3-ю воздушную петлю подъема соединили и закрыли ряд. Далее провязываем опять 3 воздушные петли подъема, 1 воздушную петлю на ряд, опять 7 столбиков с одним накидом, воздушная петля, столбик с одним накидом. Провязали. Теперь провязываем 2 воздушные петли, столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, 2 воздушные петли. Провязываем
Первый столбик с накидом, второй столбик с накидом, воздушная петля, еще один столбик с накидом и последний столбик с накидом. 2 воздушные петельки, столбик с накидом. Вот мы провязали 2 столбика с накидом, воздушная петля, 2 столбика с накидом. Опять воздушная петля, группа из 7 столбиков с накидом. Воздушная петля, столбик с накидом. И опять повторяем 2 воздушные петельки, первый столбик с накидом, второй во второй столбик с накидом, воздушная петелька, столбик с накидом, столбик с накидом, 2 воздушные петли, столбик с накидом. И так повторяем до конца ряда. Завершаем ряд, как обычно, одной воздушной петлей и соединяем в третью воздушную петельку подъема. 3 воздушные петли подъема плюс 1 воздушная петля на ряд, накид на крючок и опять провязываем группу из 7 столбиков с одним накидом. Воздушная петля и столбик с одним накидом. И теперь мы в предыдущем ряду провязывали вот эту серединку. Теперь мы опять провязываем 3 воздушные петли, 5 столбиков без накида, то есть практически мы повторяем вот этот ряд предыдущий, который до этого вязали. То есть провязываем сейчас 1, 2, 3 воздушные петли, 5 столбиков без накида, первый, второй, третий в арочку, вот сюда, 4 и 5. 3 воздушные петли и столбик с накидом, воздушная петля и группа из 7 столбиков с накидом. Воздушная петля, столбик с накидом, опять 3 воздушные петельки, 5 столбиков без накида, первый, второй, третий в арочку, 4 и 5. 3 воздушные петельки, столбик с накидом. И повторяем до конца ряда. Завершаем ряд воздушной петлей и соединением в третью воздушную петлю подъема. На следующий ряд опять 1, 2, 3 воздушные петли, 1 петля на ряд и группа из 7 столбиков с накидом.
воздушная петля, столбик с накидом. И переходим вот к нашему вот этому жучку, так я его называю. Мы провязали столбик с накидом, и теперь вяжем столбик с 2 накидами, воздушная петля, столбик с 2 накидами, столбик с 2 накидами, столбик с 2 накидами, и между каждым столбиком по 1 воздушной петле. Провязали столбик с 1 накидом, двойной накид на крючок. И теперь провязываем первый столбик с 2 накидами, воздушная петля, двойной накид на крючок, во второй столбик, воздушная петля, двойной накид на крючок, в третий столбик, воздушная петля, двойной накид на крючок, в четвертый столбик, воздушная петля, двойной накид на крючок и в пятый столбик, накид на крючок и столбик с 1 накидом. Провязали, вот эту часть мы провязываем. Дальше воздушная петля и группа из 7 столбиков с накидом. Воздушная петля, столбик с накидом, и опять начинаем провязывать нашего жучка. Двойной накид на крючок, в первый столбик провязываем, воздушная петля, двойной накид на крючок, во второй столбик провязываем, воздушная петля, двойной накид, в третий столбик провязываем, воздушная петля, двойной накид, в четвертый столбик провязываем, воздушная петля и пятый столбик, столбик с 1 накидом. Вот так вот у нас получается. Провязываем так до конца ряда. В завершении ряда 1 воздушная петля и соединяем в третью воздушную петлю подъема. Следующий ряд мы провязываем точно так же, вот как мы вязали самый первый ряд. То есть мы провязываем столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля, и так чередуем. Провязываем 3 воздушные петли подъема, 1 воздушную петельку на ряд, столбик с накидом, воздушная петля, пропускаем 1 столбик и следующую провязываем столбик с накидом. Опять воздушная петелька, пропускаем 1 столбик, следующий вяжем столбик с накидом, воздушная петля, пропускаем 1 столбик, следующий вяжем столбик с накидом, воздушная петля. И вот где мы вязали столбики с двойным накидом, обратите внимание, что столбики мы будем вязать в воздушные петельки. Вот где мы провязывали воздушные петельки, там будем вязать столбики с накидом, воздушная петля. И вот между вот этих двух, вот видите, между 2 столбиков провязываем столбик с накидом, воздушная петелька вот сюда, воздушная петелька вот между 2 столбиков, воздушная петелька сюда и последний столбик. И дальше опять как мы уже вязали, через 1 здесь вяжем. Вот таким вот образом довязываем ряд. И завершение ряда, как обычно, воздушная петля и соединяем в третью воздушную петельку подъема.
Все, вот мы провязали, и у нас получается вот таким образом это ширина одного раппорта. Вот. Сейчас мы должны поменять местами наши вот эти квадратики. То есть мы должны поменять местами вот эти вот наши квадратики. То есть если здесь мы начинали с 7 столбиков, группой 7 столбиков с одним накидом, то теперь мы поменяем места. Мы жучка перенесем сюда, а столбики с накидом переносим сюда. И как мы будем начинать ряд. То есть схема узора у нас остается вся та же самая. Мы начинаем ряд с 3 воздушных петель подъема, потом провязываем 3 петельки и пошли вязать столбики с 2 накидами. Вяжем 1, 2, 3, 3 петли подъема, дальше 3 воздушные петельки на ряд, вот они, 1, 2, 3, двойной накид на крючок и вот сюда, сразу вот сюда начинаем провязывать первый столбик с 2 накидами, в следующую петельку второй столбик с 2 накидами, третий, четвертый и пятый. Провязали 3 воздушные петельки. Мы провязали 3 воздушные петли. Сюда провязываем столбик с 1 накидом, воздушная петля и начинаем вязать группу из 7 столбиков с накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, воздушная петля, столбик с накидом. Опять далее мы вяжем 3 воздушные петли и опять группа из 5 столбиков с 2 накидами. То есть мы вяжем все то же самое, только ряд у нас начинается вот с этих столбиков. Вяжем до конца ряда. И завершаем ряд мы так же, как обычно, одной воздушной петлей соединением. Получается 1, 2, 3. Вот она, третья воздушная петля подъема. Дальше мы провязали. Теперь мы опять провязываем. Сейчас мы будем провязывать вот эти столбики. Столбики без накида. Опять точно так же мы провязываем 1, 2, 3 воздушные петельки подъема. Вот они. Дальше 2 петли на ряд. 1, 2. И теперь мы вяжем вот так же, как тут мы вязали, столбики без накидов. Каждый столбик предыдущего ряда. Провязываем первый столбик, второй, третий, четвертый и пятый. 2 воздушные петельки и столбик с накидом. Воздушная петля и тут, как обычно, ряд из 7 столбиков с накидом. И мы так провязываем до конца ряда. Опять 1 воздушная петля и соединяем 1, 2, 3 в третью воздушную петлю подъема. Все, соединили. Теперь мы переходим вязать вот этот ряд. Опять у нас 1, 2, 3 воздушные петли подъема, 2 петли на ряд, 2 петельки на ряд, 2 столбика, воздушная петля, 2 столбика. То есть мы это все уже вязали. Первый столбик, второй столбик, воздушная петелька, опять первый столбик, второй столбик, 2 воздушные петли, столбик с накидом, воздушная петля и опять группа из 7 столбиков с накидом. Провязываем ряд до конца. В конце ряда опять воздушная петля и соединяем в третью петлю подъема.
Я соединила в третью воздушную петлю подъема, и теперь мы переходим вот на этот ряд. Это столбики без накида, то есть мы сейчас провязываем 3 воздушные петли подъема, 3 петельки на ряд и вяжем столбики без накида. Раз, два, три, 3 петли подъема, раз, два, 3 петельки на ряд и вяжем первый столбик без накида, второй, третий в арку, четвертый и пятый. Провязали раз, два, 3 петли на ряд, столбик с одним накидом, воздушная петля и вяжем опять группу из 7 столбиков с одним накидом. Вот, провязываем до конца ряда и соединяем в конце ряда в третью воздушную петлю подъема. Соединила вязание в третью воздушную петельку, и теперь мы подходим к завершающему ряду. Мы провязываем 3 воздушные петельки подъема, раз, два, 3, двойной накид на крючок и провязываем столбики с двойным накидом в каждую петельку предыдущего ряда, и между ними провязываем по воздушной петле. Первый столбик, второй столбик, третий, четвертый и пятый. Между каждыми столбиками по воздушной петле. Накид на крючок, столбик с одним накидом, воздушная петля и группа из 7 столбиков с одним накидом. Вот так провязываем до конца ряда. И следующий ряд, это уже ряд точно такой же, как мы вязали первый ряд. Вот этот вот 7-й ряд мы вязали. И этот ряд точно так же повторяем. Столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. И когда мы провяжем последний этот столбик, и мы будем повторять вот так вот эти блоки. То есть мы свяжем вот этот, довяжем, потом начинаем повторять опять вот это. То есть будем начинать с 7 столбиков с накидом и потом переходить на жучка. Когда это провяжем, опять. И так, таким образом мы чередуем до необходимой нам высоты нашей туники. То есть сейчас мы довязываем ряд, провязываем вот этот ряд и начинаем повторять опять вот этот блок. И вяжем до уровня, до подмышек. До того уровня, где мы будем провязывать пройму на рукав. Я провязала необходимое количество, ту длину, которая мне необходима для туники. Провязала примерно до уровня подмышек. Я прикрепила маркеры с правой и с левой стороны на одинаковом расстоянии, разные маркеры. И сейчас мы будем разделять на перед и спинку. Это будут у нас провязаны 2 отдельные детали, которые мы будем начинать вязать от начала маркера, доходить до конца маркера, потом разворачиваться и вязать поворотными рядами. Потом точно так же мы будем вязать спинку. Итак, мы вяжем все то же самое, как и вязали. Ориентируемся на схему. Смотрите, я закончила ряд, провязала, вот у меня провязанный жучок и столбики с 2 накидами. Вот этим рядом я закончила. Следующий ряд у нас идет столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля. И этот ряд я буду провязывать. То есть я провязываю раз, два,
3-4 воздушные петли, разворачиваю вязание и начинаю провязывать ряд до следующего маркера по схеме, то есть столбик с накидом, воздушная петля, пропускаю столбик с накидом предыдущего ряда, в следующую петельку провязала, опять воздушная петля, пропускаю столбик с накидом предыдущего ряда и в следующую петельку провязываю. И так вяжу до нашего маркера, который мы отметили с другой стороны нашей туники. Я довязала до маркера, закончила ряд, который у нас вот был столбики с накидом, воздушная петля, и теперь я перехожу на вязание вот этого ряда, то есть у меня вот этот ряд пойдет. Так как у нас здесь был в этом блоке жучок, а здесь столбики с накидом, значит, соответственно, мы сейчас начнем вязать здесь столбики с накидом, а жучок у нас будет вот в этом квадратике. Значит, мы переходим к вязанию вот этой части. Сейчас у нас будет 3, значит, я вяжу 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. 3 петли я провязала. Воздушная петля на ряд. Разворачиваю вязание. Провязываю столбик с накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой, воздушная петля, столбик с накидом, и сразу начинаем вязать вот этих вот жучков наших. 3 воздушные петельки. И пошли опять вязать по схеме, по нашей, как мы вязали до этого полностью всю тунику. Провязываем и вот так поворотными рядами провязываем ряды в высоту. Когда мы провязали одну планочку, вот где у нас должны рукава начинаться, я сзади еще не провязала, я провязала только переднюю планочку. И не довязывая, вот мне, если чтобы полную планку провязать, чтобы до плеч доходило, вот до уровня вот этих вот плеч, где у нас должны соединяться передняя и задняя планочка, мне нужно как бы вот еще одну полосочку, вот эту раппорт такой провязать. Но если я провяжу, у нас туника будет под самое горлышко. А я хочу сделать небольшой вырез, поэтому мы должны сейчас взять маркеры и маркерами для себя определить, где у нас будет начинаться вырез. То есть нам нужно это сделать равномерно с одной и с другой стороны. То есть я просчитываю, допустим, раз, вот буду считать по вот этим квадратикам. Вот раз, два, три, 4. Допустим, вот я здесь вешаю маркер. И с этой стороны, вот я считаю 1, 2, 3, 4. Вот отсюда будет начинаться, то есть вырез у меня. То есть мы будем провязывать вырез согласно схеме. Мы один квадратик вот полностью, половинку только провяжем. Вот эту часть мы уберем. И тут тоже сделаем половинку. И здесь у нас провяжется полный раппорт, вот эти вот квадратики наши. А тут у нас будет такой вырез, который мы потом обвяжем, и он будет красиво смотреться. Поэтому прикрепляем маркеры, где вам удобно. Кто-то может покороче, поуже вырез сделать. То есть вы на себя примерьте и прикрепите маркеры в нужных, необходимых вам местах. Вот я у себя отметила вот здесь и здесь. Вот я отметила маркерами на передней части туники места, где я буду провязывать вырез. Сейчас у меня вот вязание закончилось с этой стороны. До маркера буду вязать точно так же по схеме, я довязываю, а здесь я буду вязать уже скошенный квадрат.
Поэтому вы для себя определите, где у вас будет вырез начинаться, где заканчиваться. Провяжите до маркера и будем делать убавочки на вырез. Я довязала основным узором до маркера. И теперь мне нужно будет делать убавочки. Итак, смотрите, так как мы должны теперь вот этот квадратик, все остановились, скорее всего, кто-то вот остановился на жучке, у кого-то будут вот столбики с накидом. То есть у вас будет и то, скорее всего, с каждой стороны будет разный квадратик. Поэтому я покажу, как делать убавки и здесь, когда у нас жучок, и когда просто у нас столбики с накидом. Итак, я подошла, теперь я провязала вот первый ряд жучка, а теперь я подошла вот к этому ряду. Как я тут должна делать убавки? То есть у нас убавочка будет, мы провяжем квадратик до конца и отсюда начнем делать убавки. То есть вот эти у нас квадратики, они у нас будут полностью все провязаны, а вот этот квадратик, он у нас будет наполовинку, то есть будет связана только вот так вот половина квадрата. Итак, что мы теперь как вяжем? Мы провязываем по схеме, я связала воздушную петлю, провязываю сюда. Вот я провязала 3 воздушные петли, столбик с накидом. Теперь я вяжу воздушную петлю, столбик с накидом. И по схеме я должна провязать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков, воздушная петля и столбик с накидом. Как мы вяжем? Вот я провязала первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой столбик. Теперь 7 столбик я делаю накид на крючок, ввожу в петельку, не провязываю до конца, оставляю на крючке. И дальше мы должны были бы его провязать полностью, провязать воздушную петлю, и вот сюда мы должны были бы провязать еще один столбик с накидом. Но мы воздушную петлю провязывать не будем. Мы оставляем 7 столбик с накидом на крючке, не провязанный до конца. Опять делаем накид на крючок и вот сюда в эту петельку провязываем столбик с накидом, не до конца оставляем на крючке и провязываем их вместе. Теперь дальше, если вы посмотрите, вот этот столбик у нас выпадает, когда мы начинаем дальше вязать. То есть теперь я провязываю 1, 2, 3 воздушные петельки, разворачиваю вязание, тут мы будем поворотными рядами вязать, разворачиваю вязание, делаю накид на крючок и провязываю вот в следующую петельку, вот сюда, столбик с накидом. Провязала первый столбик и дальше по ряду вяжу. Всего у нас здесь получится 6 столбиков провязанных. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот уже видите, у нас формируется вот такой вот наклонный уголок. Провязали. Дальше мы вяжем точно так же по схеме. Следующий ряд, вот у меня следующий ряд будет жучок, поэтому провязываем эту часть до конца, провязываем, потом возвращаемся назад, и я буду показывать, как мы дальше будем делать убавочки. Вот я провязала узор туда-обратно, подошла к нашим убавкам. Теперь по схеме я провязываю воздушную петлю, и здесь мы провязывали 6 столбиков с накидом, поэтому вяжем 1, 2, 3, 4, в 5 вводим крючок, провязываем не до конца, оставляем на крючке. И вот сюда в 6 тоже мы провязываем не до конца и соединяем соединительной петелькой. Соединили, провязываем 1, 2, 3. То есть мы
провязали 5 и 6 столбик вместе с общей вершиной. Провязали 3 воздушные петельки подъема, развернули вязание. Теперь делаем накид на крючок и провязываем вот сразу в следующую. Вот 3 воздушные петли провязали, накид на крючок, и вот сюда провязываем следующий столбик. Первый, второй, третий, четвертый. 1 воздушная петля и столбик с накидом. То есть мы убрали еще 1 столбик. Теперь вяжем дальше по схеме до конца, разворачиваемся и опять подходим к нашему полуквадратику и опять будем делать убавки. Подходим к концу ряда. Я провязала жучка, воздушная петля и начинаю вязать опять первый столбик, второй, третий не до конца провязываю, оставляя на крючке, и вот сюда ввожу в последнюю петельку. Провязала их вместе 2 столбика. 1, 2, 3 воздушные петли подъема. То есть я провязала первый, второй, ввела крючок в 3 столбик, не провязала до конца, оставила на крючке, ввела крючок вот в последнюю петельку, также оставила на крючке и провязала их вместе. 3 воздушные петельки, разворачиваем вязание, накид на крючок и вот сюда, вот в эту петельку, вот сюда провязываем 1 столбик и 2 столбик, воздушная петля, столбик. Провязали столбик, ряд довязываем до конца. Я довязала этот ряд до конца, он у нас должен закончиться вот этим рядом: столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля, и у нас получается вот такой вот вырез, который мы потом обвяжем, и он у нас будет очень хорошо гармонично смотреться. Здесь я закрепляю ниточку и ее обрезаю. Теперь мы точно так же переходим на другую сторону, прикрепляем сюда нить, прикрепляем нить вот в 3 воздушную петельку, вот сюда. Я просто завязываю. Прикрепили нить, и опять мы провязываем основным узором до маркера и будем делать убавочки. У меня здесь будет жучок, и я покажу, как делать убавочки на жучке. Я провязала, теперь у меня жучок, и я провязала вот эту часть, воздушная петля, столбик с накидом, и теперь я должна провязывать столбики с двойным накидом. Я провязываю 1, 2, 3 воздушные петельки подъема, двойной накид на крючок и начинаю вязать столбики с двойным накидом. 1, 2, 3, 4, и вот тут смотрите, 4 я до конца не довязываю, оставляя на крючке, делаю двойной накид на крючок и провязываю не вот сюда, не в арочку, как мы вяжем по схеме, вот под аркой с одной воздушной петли, а будем вязать сразу вот в этот столбик, не сюда, а вот сюда провяжем сразу в этот столбик. До конца не довязываем, оставляем на крючке и провязываем вместе. То есть мы провязали вот эти 2 последних столбика вместе с общей вершиной. Вот эти столбики у нас, они вот так получились: 2 столбика с двойным накидом с общей вершиной. Мы их провязали. Все, теперь мы провязываем 1, 2 воздушные петельки. Тут у нас ряд столбиков без накида. Разворачиваем вязание,
Мы развернули вязание и провязываем вот сразу в следующую петельку первый, второй, третий и четвертый столбик провязали. Дальше 2 воздушные петли и столбик с накидом. Вот мы убрали тут вот уголочек один. Теперь мы провязываем узор по схеме до конца, возвращаемся назад и далее будем делать убавочки. Довязала. Теперь убавочки у нас на жучке. Получается, это у нас будет вот этот вот первый, второй, третий ряд жучка. Я провязываю 2 воздушные петельки. В эту петельку столбик с одним накидом, следующую столбик с одним накидом, воздушная петля, и далее по схеме мы должны провязать еще 2 столбика с накидом, но мы провязываем столбик с накидом, вот мы воздушную петлю провязали вот на эту петельку, а сюда провяжем столбик с накидом 1. Вот так вот провязали. Далее раз, два, 2 воздушные петельки, разворачиваем. Сейчас мы должны вязать столбики без накида. Разворачиваем вязание и вяжем столбик не вот сюда, вот где у нас воздушная петля была, а вот сюда, вот где у нас 2 вот эти столбика, вот сюда провязываем. Провязали первый столбик и следующий второй. Далее по схеме у нас 3 воздушные петельки, 1, 2, 3, столбик с накидом, и провязываем по схеме до конца ряда. Я довязала ряд до конца, провязала воздушную петлю, столбик с накидом, и теперь по схеме я должна перейти вязать столбики с 2 накидами. Здесь у нас вот 2 петельки, значит, я делаю двойной накид на крючок, ввожу в первую петлю, провязываю столбик с двойным накидом не до конца, делаю второй двойной накид на крючок и ввожу вот сюда, вот в эту петельку, провязываю не до конца, и когда у нас 2 столбика на крючке, мы их провязываем вместе. Провязали вместе. Далее у нас по схеме мы должны переходить на ряды. Последний ряд столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля. Поэтому мы делаем 1, 2, 3 воздушные петли подъема, разворачиваем вязание, делаем накид на крючок. И вот в эту петельку, то есть вот сюда, вот в этот столбик, вот который мы провязывали, провязываем столбик с накидом. Вот так у нас получается. Мы провязали 3 воздушные петли и столбик с накидом на ряд. Опять воздушная петля и вяжем наш узор до конца ряда. Должны вот эти вот наши скошенные уголки, вот мы должны их приложить. И у нас форма должна быть одинаковая. Вот видите, мы связали все ровненько и одинаково. Я довязываю ряд до конца и перехожу к вязанию второй части, то есть спинки. И спинку я вяжу точно так же, потому что если мы свяжем спинку ровная, она у нас будет в шею упираться и будет немножечко уходить назад. Поэтому мы на спинке вяжем точно такой же вырез, аккуратненький. Теперь довязываем все до конца и вяжем спинку. Я провязала перед и спинку, у меня одинаковые планочки, передняя и задняя, и теперь мы будем соединять. Соединять будем по плечевым швам. Вот я протянула ниточку через 3-ю петельку подъема, которая у нас на другой планочке была, чтобы удобнее было соединять. И как мы соединяем. То есть вот видите, у нас мы как вязали столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля. Вот я здесь одну петельку провязала,
как бы подъемную и закрепила ее. Еще сделаю еще одну петельку подъема, и вот сюда, вот где у нас воздушная петля, я просто провязываю столбик без накида. В столбике, которые у нас вот мы провязывали с одной и с другой, с передней и задней планочки, точно так же ввожу крючок и провязываю столбик без накида. Вот так вот. Сильно не затягиваем, чтобы у нас не было стянутое полотно. Вот видите, подхватываю, обе петельки провязываю. Последнюю петельку провязали, и теперь вот смотрите, как у нас получается на обратную сторону, если мы выворачиваем, вот хорошее соединение получается, его практически незаметно. И теперь мы перейдем на, условно разделим это задняя, это передняя часть, на заднюю часть, провяжем столбиками без накида с пико, потом провяжем до конца этот рукавчик, и можно присоединить нить и обвязать переднюю планочку. Итак, вот я провязала, теперь я перехожу на эту планочку, то есть я провязываю столбик с накидом, тут какое правило, чтобы у нас не было стянутое. Тут как мы будем вязать, чтобы у нас полотно получилось не стянуто и красиво обвязанное. И вот там, где у нас были 3 воздушные петли подъема, вот, либо столбик с одним накидом в конце, мы вот в эти вот арочки провязываем по 2 столбика без накида. Потому что по одному у нас стянет, а если мы провяжем по 2, у нас получится хорошо вязать. Вот смотрите, вот тут видите, я провязывала 3 воздушные петли подъема. Значит, сюда я провязываю первый, второй столбик. Здесь то же самое. Сюда я тоже вяжу первый, второй столбик. И здесь также первый, второй столбик. И я буду считать. Вот я провязала 1, 2, 3, 4, 5, 6. Буду вязать пико через 6 столбиков. 1, 2, 3. 3 воздушные петельки, ввожу крючок вот сюда и провязываю. Провязала пико. В следующую опять 2 столбика без накида. 1, 2. Следующую также. 1, 2, 4 провязала, сюда 5, 6, пико, 3 воздушные петельки, сюда ввожу крючок, тут придерживаю пальчиком и протягиваю. И дальше так и вяжу. Вот теперь я перехожу вот сюда. Здесь мы в каждую петельку будем вязать, получается, вот так вот. Видите, у нас тут как бы уголок переходящий. Вот он образуется. Поэтому вот сюда можно провязать 1 столбик с накидом, 1 столбик без накида, простите. И дальше мы будем вязать в арочку 1 столбик без накида, в столбик предыдущего ряда с накидом, столбик без накида. Вот я, получается, провязала 1, 2, 3, 4, 5, 6, пико, 3 воздушные петельки, ввожу сюда крючок, тут пальчиком придерживаю, протягиваю
И опять вяжу первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. И опять буду вязать пико. И у нас вот так вот получится. А теперь я таким образом довязываю до вот этого рукавчика, провяжу, точно так же поднимусь, как вот здесь мы спускались, поднимусь и также соединю до конца. Потом я аккуратно подсоединю нить вот сюда в самый начальный третью воздушную петлю подъема, вот сюда подсоединю ниточку и также обвяжу вот так же с пико, как я обвязывала вот эту нашу переднюю планочку, также обвяжу заднюю. И дальше будем обвязывать рукавчики и нижнюю часть туники. Я соединила оба рукавчика, вывернула на лицевую сторону. И я не стала заднюю часть обвязывать пико, чтобы при одевании было понятно, что вот спереди у меня пико, а задняя часть просто обвязана. И теперь мы будем переходить к обвязке рукавчика и низа нашей туники. Как мы будем обвязывать? Обвязывать мы будем вот по схеме. Мы провяжем первый ряд, то есть вот ряд рукавчика мы обвяжем столбиками без накида. Перейдем на следующий ряд перекрещенных столбиков с одним накидом. Далее следующий ряд столбики без накида и пико. То есть достаточно легкий и очень хорошо подходящий к нашему узору туники. Это схема каймы. Итак, теперь мы должны взять ниточку и подсоединить ее. Вот у нас ворот. Вот у нас ворот. Вот нижняя часть рукава, пройма. И мы должны вот в самый низ, вот где у нас срединный шовчик, сюда подсоединить нить. Вот она. Вот у нас срединный шовчик. Сюда мы подсоединяем ниточку нашу. И начинаем обвязывать. Как мы будем обвязывать, сколько столбиков куда, сейчас я все покажу. Протягиваем ниточку и делаем 2 воздушные петельки. И теперь смотрим. Вот те ряды, где мы провязывали столбики с одним накидом, мы в каждую вот в эту дырочку провязываем по 2 столбика без накида. Вот так как мы тут сюда подсоединили ниточку, я сюда провяжу первый столбик и сюда 2 столбика вяжу. Далее в каждую вот эту дырочку мы провязываем по 2 столбика без накида. Вот, переходим к жучкам. Вот смотрите, здесь мы вязали столбики с двойным накидом. Сюда я вяжу первый столбик, второй столбик. Далее у нас идет ряд столбиков без накида, но здесь мы вязали подъем 3 воздушных петли, поэтому сюда мы тоже вяжем 2 столбика без накида. Далее сюда тоже 2 столбика без накида, сюда 2 столбика без накида, 2 столбика без накида в жучки, где мы вязали по столбикам с 2 накидами,
И дальше опять точно так же вяжем. То есть у нас получается в каждый ряд, получается вот в такой боковой ряд, петли подъема или завершающий столбик, мы провязываем по 2 столбика без накида. Вот я опять подхожу к жучкам. Вот видите, вот этот ряд, где мы провязывали столбики с 2 накидами. Вяжем 2 столбика. Потом ряд, где мы вязали вот ряды столбики без накида, тоже 2 столбика. И сюда 2 столбика без накида. В каждый вот этот ряд мы провязываем 2 столбика без накида. Я подхожу к концу ряда, вот я провязала последние 2 столбика, и здесь вначале мы вязали 1 столбик, и вот рядышком вот у меня вот эта вот петелька, я сюда провяжу еще 1 столбик и соединю в петельку подъема. Все, теперь мы будем переходить к вязанию нашего узора. То есть, как видно по схеме, мы должны сейчас начать провязывать 3 воздушные петли подъема и вяжем перекрещенные столбики. Провязываем первую, вторую, третью петельку подъема. Провязали 3 воздушные петли подъема, делаем накид на крючок и вводим его во вторую петлю. Вот первая, во вторую петлю вводим и провязываем столбик с 1 накидом. Далее чуть-чуть вот маленечко как бы ниточку не туго не держим, а как бы чуть-чуть ее поднатягиваем сюда на крючок. Делаем накид на крючок и вводим его вот сюда в первую петельку, вот сюда, вот в эту петельку. Вводим, протягиваем и провязываем. Опять накид на крючок. Теперь вот у нас вот эти 2 петельки. Вводим во вторую петлю, провязываем. Маленечко как бы нить оттягиваем. Делаем накид на крючок и вот в первую петельку вводим. У нас раппорт узора кратен 2, поэтому мы будем считать по 2 петли. Первая, вторая, первая, вторая. Опять делаем накид на крючок, считаем первая петля, вторая петля, вводим во вторую петлю, провязываем, чуть-чуть натягиваем на крючке ниточку, делаем накид на крючок и вводим в первую петельку и провязываем. И таким образом довязываем до самого конца. Я подошла к окончанию ряда, там где мы подсоединяли нить, и вот смотрите, у меня осталось буквально вот 1 петелька. В принципе, эту петельку можно не провязывать и соединить в 3-ю воздушную петлю подъема. А можно провязать таким образом, сделать накид на крючок и провязать вот в первую петельку, которую мы вязали 3 воздушные петли, сюда провязать, а вторую провязать вот в ту, которую петелька у нас 1 осталась, и соединить 3-ю воздушную петлю подъема. Вот так. То есть тут это на ваше усмотрение. Так, теперь мы дальше переходим к схеме узора. Мы провязали столбики перекрещенные с 1 накидом. Теперь мы провязываем 1 воздушную петлю и вяжем столбик без накида, пико, столбик без накида. Вяжем столбики без накида в столбике с накидом предыдущего ряда, то есть петелька в петельку. Провязываем 1 воздушная петля, и вот у нас перекрещенные столбики, вот сюда, вот она первая петелька, вот она, сюда я провязываю столбик без накида, 1, 2, 3 воздушные петельки, ввожу крючок вот сюда, придерживаю пальчиком и протягиваю через все петельки. Второй столбик без накида провязываю в следующую петельку. Вот так получается. В следующую петельку
Вот я сюда провязала, вот она вторая, вот получается первая, вторая, первая, вторая, первая, вторая петелька. Вот я вторую провязала вот сюда, теперь вот сюда, в эту петельку я буду вязать. Вот сюда. Первая петелька. Раз, два, три. Ввожу крючок, подхватываю рабочую нить, придерживаю пальчиком, провязала во вторую петельку столбик без накида. Опять в первую петельку. Раз, два, три. Столбик без накида. Вот так вот мы обвязываем наш рукавчик последним рядом. Вот так у нас должно получаться. Вот мы провязываем весь рукавчик до конца, и таким же образом мы провязываем второй рукав. Я обвязала рукавчики туники по нашей схеме, один и второй рукав. И сейчас я буду переходить к обвязке низа изделия. Я уже присоединила нить. И как мы будем обвязывать низ туники? Мы будем вязать вот по такой схеме. Так как у нас низ туники уже провязан столбиками без накида, то сейчас мы провяжем 3 воздушные петли, 1 петлю на ряд, и провяжем первый ряд: столбик, воздушная петля, столбик, воздушная петля, столбик, воздушная петля. Второй ряд мы провяжем столбиками без накида. Третий ряд мы провяжем перекрещенными столбиками. И четвертый ряд провяжем столбиками без накида с пико. Теперь мы начнем вязание. Я подхватываю рабочую нить и провязываю 1, 2, 3 воздушные петли и 1 петля по схеме на ряд. Далее накид на крючок, пропускаю 1 петельку и во вторую петлю провязываю столбик с 1 накидом. Воздушная петля, пропускаю 1 петельку ряда, вот я пропустила, в следующую вяжу, опять 1 пропущу, вот петельку, в следующую вяжу, 1 пропущу, в следующую вяжу. Воздушная петля, столбик с 1 накидом. Воздушная петля, пропускаю 1 петельку, в следующую провязываю. Провязываю так ряд до самого конца. Когда подхожу к концу ряда, соединяю в 3-ю воздушную петельку подъема, и следующий ряд начинаю вязать столбики без накида и повторяю узор, который мы вязали, когда обвязывали наши крылышки. То же самое также начинаем вязать. Итак, еще раз повторяю, что мы сейчас провязываем этот узор до конца ряда, потом провязываем в каждую петельку столбики без накида и переходим на узор, которым мы вязали крылышки. Итак, давайте довяжем до конца. Я соединила в 3-ю воздушную петлю подъема, провязала ряд столбики с накидом, воздушная петля, чередование, и теперь я перехожу к ряду столбиков без накида. То есть мы провязываем целый ряд, обвязку делаем столбиков без накидов. Начинаем с воздушной петли, воздушная петля, в эту же петельку сюда провязываем столбик без накида, столбик без накида, сюда столбик без накида, в арочку столбик без накида, сюда,
Провязываем ряд столбиками без накида до конца, соединяем в воздушную петельку подъема и далее вяжем перекрещенные столбики с одним накидом и следующий ряд столбики без накида с пико. Эти ряды я уже показывать не буду, потому что мы их обвязывали рукавчики и знаем, как это вязать. Поэтому давайте довяжем до конца и посмотрим на готовую тунику. Ну вот, наша туника готова. Надеюсь, у вас получился отличный результат и вы будете носить изделие с удовольствием. Не забудьте нажать лайк, если вам понравился мой мастер-класс, и также на колокольчик, чтобы не пропустить следующие замечательные мастер-классы. Спасибо вам и до новых мастер-классов!